Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Копатько на связи прямо сейчас, известный социолог. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте те, кто нас слушает и смотрит. Улетает Зеленский и утюжат Киев. Ну, в общем-то, нормальная практика, все к этому привыкли. Сами же, да, вооруженные силы Украины атакуют Вайлдберрис, горит все неимоверным образом. Начинаются, скажем так, вот эти дискуссии, а вот почему Вайлдберрис, а как, а удар по среднему бизнесу, а это может быть и тот класс, который там может влиять на общественное мнение в России, и это уже делают все, не скрываясь. Но тут есть очень важный момент. Очевидность некоторых вещей не придает эффективности. Вот не всегда так. То, что очевидно, то прям вот оно работает, и рабочий инструмент. На протяжении вообще войны, если так смотреть и оглядываться на все то, что происходит, определенные выводы все-таки, ну, у людей есть уже иммунитет к боли, к страданиям, и вот как бы такой же иммунитет со стороны России все воспринимают как нечто, что может полностью изменить игру. У Зеленского полностью перетасовано все. Правительство, военный блок. Дропатый уже отметился интервью о россиянах, которые не сосед, а, в общем, их надо уничтожать. И жителях Донбасса, которые любили всегда халяву, и им все равно под каким флагом, их надо перевоспитывать и так далее. В общем, все идет в этой стезе, но параллельным образом Зеленский разговаривает с Виткофом и Кушнером, Лавров встречается с Рубио и делает заявление о том, что американцы не смогли повлиять на Зеленского. С одной стороны, все идет как идет, но с другой стороны, не является ли это нам разведпризнаком того, что все как бы вот и подходит к определенной финальной точке, когда непопулярный и нехороший мир будет как для одной, так и другой стороны. Ну, не просто так же выходит Илон Маск и начинает говорить о том, что елки-палки, я не за Россию, но Россия не уйдет. И вообще, пока вы там на Западе кушаете 7 блюд на обед, и рассуждаете о том, как победить Россию, люди гибнут на фронте, и пора это все заканчивать. Илон Маск, он такой провидец современности. Его слова звучат рефреном. Что вы думаете о сложившейся ситуации? Действительно ли сейчас вот нам всеми силами показывают о том, что будет война до победного, до последнего, но в последний момент свернут с этого тупика или с дороги к обрыву? С дороги войны они не свернут, и сентенции и слюни Илона Маска по-другому не скажешь. Отключается Starlink и отключаются многие вопросы, связанные с войной. Поэтому вот эти крокодиловые слезы, как принято говорить, никого не интересуют ни в России, ни на Украине. Это разговор для бедных, первое. Второе. Война, она не прекращается, она усиливается. Я по пунктам, которые вы обозначали, там, разговоры Кушнера с Зеленским, это белый шум и ничего больше. Выводы Лаврова об Анкоридже, ничего, то, что, ну, знаете, буду так вот по пунктам, знаете, но это ожидаемые вещи. Разговаривать после Анкориджа, вводить санкции против Роснефти, а потом еще сохранять развединформацию, Старлинки и все прочее, это как раз и говорило о том, что никакого Анкориджа не будет по факту. Это моя картина мира личная, я о ней говорю. Вы говорили, Александр, о разведпризнаках, я говорю о социальных признаках и социологических. Все удары по Вайлдберрис, по всем делам, это ожесточение и ухудшение жизни для людей вот, в ближайшую перспективу. Не 3 года, не 2 года, там, как каких-то президентских эфемерных выборов, которых не будет сейчас, на Украине в том числе. Я имею в виду, что мы об Украине сейчас говорим. А второй момент – это то, чтобы сорвать выборы или ухудшить социально-политическую ситуацию в России перед 20 сентября. Тоже речь идет не о 30-м годе, не о 28-м, а о 26-м. И причем тут уже осталось меньше 2 месяцев по факту. Поэтому вывод можно сделать по моим социологическим и социальным признакам. Могу сказать следующее. Конфликт будет продолжаться. Это все белый шум, который никому не интересен нам. Самоистребление славян будет происходить и осуществляться дальше. Европейцы никуда с этой дороги не свернут. Мирных переговоров ожидать не стоит. Это очередная штука после 40 дней ударов Зеленских, или, как он говорил, Зеленского. То сейчас получилось так, что
Другой признак уже экономический, военный, какой хотите называйте. В Черном море уже не заходят в украинские порты, не заходят туда. Это уже вот результат. Вот то, что, допустим, в Wildberries или то, что там для украинцев, для новой почты, это все отложенные последствия, может быть, неделя, 2-3 месяца, ни больше, ни меньше. Но мы их почувствуем достаточно быстро на себе. Следующий момент, о котором мы говорили, ни о каких мирных переговорах и доверия Америки нет и быть не может. Эти люди не способны ни держать слово, ни держать обещания. Но если такие, знаете, я не то чтобы категоричен, просто какие вам еще нужны примеры? Приехал президент России к Трампу, договорились, ударили по рукам. Ну хорошо, он же не Борис Джонсон, понимаете, который приехал и объяснил в Стамбуле, что нужно войну продолжать. Я думаю, что после этого и встреча Лаврова уже с Рубио, который сказал ему, что уже нужно пересматривать условия, что мы не смогли уговорить. У меня есть несколько пунктов, которые повторю еще раз. Если они хотели бы решить задачу американцев, не было бы соплей Илона Маска, разговоров Рубио, Трампа и прочих товарищей. Перекрывается крантик, извините, вот как уже в таком на сленге, и информации. Вот что там разведпризнаки? Вот разведывательная информация. Вот вам информация навигационная, вот вам деньги, вот вам оружие и так далее, политическая поддержка. Это решается в течение очень короткого промежутка времени. Американцам было невыгодно останавливать войну. Второй момент. Если даже какие-то мысли с интенциями были до кризиса в Иране, с Ираном связанных, то я думаю, что европейцы, в общем, дожали свою ситуацию. Смотрите, они обозначили Трампу несколько позиций. Символический жест по поводу Орбана, это уже подзабывать стали. Вот вам, пожалуйста. Орбан сказали, что не наш. Там Трамп что не говорил, он проглотил это. Дальше. Вопрос срыва и саботаж переговоров после Анкориджа. Трампа додавили. И никакой силы там, сколько было визга и разговоров по поводу того, что вот он решит, он всех задушит, всех задавит. Никого не задавил. Трамп, в общем-то, принял правила, особенно когда он приехал в Европу, там на заседание НАТО. То есть он принял правила игры европейцев. И я думаю, что так дальше будет и продолжаться. Теперь там адские санкции, которые они говорят против России, свидетельствуют о том, что у Трампа на сегодняшний день просто нет другой альтернативы. И не было, по большому счету, по поводу мира. Это все треп и блеф, по-другому не скажешь. Харьковские, да, там это основа, и тут не оговорка, по Харькову позже скажу, когда договоренности были в свое время, то они были действительно золотым временем для перспектив там, для Украины и для России в свое время. Это 10-й год имеется в виду. Тогда можно было от этого отталкиваться. Что там сейчас эти политики не говорили с той и с другой стороны, а это была заложена основа той мирной жизни, которой никогда не будет, и мы в нее не вернемся. Теперь вопрос касается приглашений другого рода. Они, американцев, если российское политическое руководство опять зайдет в переговоры, вот эта фраза Лаврова, что нам нужно посмотреть, кто виноват, но это какие вам еще люди аргументы? Чего, куда вы там смотреть будете? На что смотреть? Кто виноват, вам объяснили. Мы согласны. Потом через время Рубио сказал, мы не можем решить. Вы можете решить все вопросы, это очевидно. И поэтому подключают таких, не то, что подключаются такие, как Маск. Это не стоит ни одного цента их. Ни одного цента это усилий. Не стоит нашего с вами, Саша, времени вообще ни разу. Ну, уже видите, мы тем более видим очень интересное. Понятно, что это Банковая купила этих блогеров, то барышня-блогер, магаистка приехала в Киев, давай тут менять мнение о Зеленском, то другой блогер, скажем так, тоже американский, которые называли там Зеленского коррупционером и негодяем, сейчас видят, говорят, величайший лидер современности. Смотрите, я вот упомянул Дропатова. На самом деле это прям очень, очень показательная история. И показательная карма. Вот она бывает очень быстрой. Кому-то, к сожалению, кому-то, к счастью. И вы знаете, у Дропатова же какая была проблема? Да, вот там, несколько 9 месяцев назад, в общем, в конце прошлого года, были удары по построениям. Сухопутные войска возглавлял Дропатый, и тогда, в общем, прилетели ему вот эти доганы, его убрали от Сырского, да. Ну, сейчас же как это подают эти все выговоры, да? Как, это совок, непонятно кто, это Сырский, это прошлое, это вот этот вот солдафон, он вообще русский, он вообще такой-сякой, не воюет по-старому, а вот современного молодого Дропатова, видите, как к ногтю. На самом деле ситуация была очень и очень тяжелая. И
сегодня прилетела карма за вчерашнее. Вчера разошлись слова с его интервью про Россию как соседа и про, самое интересное, Донбасс, где он воевал с 2014 года и относился, и, получается, продолжает относиться так к людям Донбасса. Значит, Россия сегодня била баллистическими ракетами, около десятка было ударов по Киеву, там, Киевской области. И вот там выходит в эфир представитель одной из оборонных компаний и говорит, что удар по одному из полигонов пришелся сегодня, где проходила выставка вооружения. Есть погибшие, разрушения. Вот так вот заявил в эфире, ну и все. Да. А потом в соцсетях начали появляться сообщения о том, что есть там выставка беспилотных систем «Армада» называлась. И вот туда, в общем-то, прилетело. Многие там, кто-то ранен, кто-то погиб. Пока официальных подробностей на момент наш, мы еще, наверное, зрители узнают, там, что там случилось. Но это же четкая карма. Многие опешили. У меня есть некоторое знакомство. Я не буду там говорить, что прям вот на передку, на самом. Есть кто-то ближе, где кто-то дальше, со стороны ВСУ. Причем некоторые из них с Донбасса, то есть которые воюют с 22 года. Они солдаты, они военные. Да, и вот мы так как-то обсудили с ними коротко вот эти... Ну, они говорят... Они мне всегда говорили, Саша, говорят, ну, Зеленский, ну вот... Они мне гражданскому говорили. Ну, то, что он несет, ну, это же не означает, что это там все украинцы так думают. А я тут спросил, а то, что ваш главный военный сказал, все так думают. Ну и мне, конечно, понятно, реакция была, ну давайте так скажу, негативная по поводу вот такого первого проявления после вот такого через картонки назначения Драпатова. И тут такая ситуация, повторение ровно той же проблемы, с которой столкнулся сам Драпатый, будучи целым руководителем сухопутных войск, когда били по полигонам. Как вы оцените эти события и как вы оцените вообще фигуру Драпатова на позиции главкома? Сейчас же много говорят, там в России одни говорят, о, это для нас плохо, другие говорят, да нет, это хорошо, третьи говорят, да успокойтесь, это ученик Сырского. Ну, в общем, интересен ваш взгляд, как вы думаете, какое отношение людей к вот главкому? И что это вообще за украинская традиция на Майдане выбирать, как это, кошевого, да, получается, ну, главного гетьмана? Ну, а что вас удивляет? Вот 2004 год, пожалуйста, вот выбрали, пожалуйста, на Майдане. 2014 тоже выбрали на Майдане. А что вас удивляет это? Вот вы, собственно, имеете последствия. Вот так теперь и в армии. Но вопрос дела в том, что вы про картонки так иронично сказали, Саш, но ведь это же понятно, что и не изнутри этот выбор произошел. Этот выбор произошел извне. И этих картонок ни одной бы не висело и не было на улице столь продолжительное время, если бы не было внешнего прикрытия. Это тоже очевидно. Теперь относительно Драпатова. Я подбирался, я читал много, и вот комментарии люди просили. Все, его отношения вот русофобские, античеловеческие и против моих земляков. Что я могу сказать? Здесь прямой реакции не будет. Я так, знаете, так размышлял, как отрефлексировать. Нельзя не сказать что-то, да? Но и уподобляться этому человеку, наверное, тоже не стоит. Во-первых, это продолжение той традиции, которая закладывалась в украинском обществе еще с 90-х годов относительно там лугандонов, жителей Донбасса, Колорадо и прочее, которые строили, создавали хребет этой нынешней Украины уже после раздела Советского Союза. Без них бы у них, в принципе, мало бы что получилось, потому что одна Донецкая область только 10% ВВП. Мы сейчас даже не в цифрах экономических говорим. Это важный показатель. Одна область была, это и 20% экспорта страны, так на минуточку. И вопрос даже, еще раз говорю, не в цифрах, а в людях, которые жили. У людей там есть чувство собственного достоинства, в отличие от тех людей, которые говорят подобным образом. Это комментарии, ну, знаете, вот как-то свалиться с чем-то и сказать, там, броситься в опровержение или там какую-то ненависть, нет. Это просто продолжение традиции многих политиков, которые потом, также после этих гнусных слов, которые говорили по поводу... Так объясните мне, пожалуйста. А что вам объяснить? Нам говорят, что у нас есть несовременный Сырский и современный, постойте, и современный Драпатый. Выходит Драпатый, и первое его проявление, внимание, идеологическое, политическое. Он что, путнее про войну сказал?
Он что Путине А сказал, вы как ожидали этого? воевать? Мы же обсуждаем Он же сейчас. профессионал, его же выбирали как Саш, современного но вы молодого сейчас вот генерала. как иронизируете, вы как противоречите сами себе. Вы его, собственно, вот как хотите поднять градус, то есть как бы эмоционально, то есть то, что это вызвало жесткую неприязнь, вы же так деликатно прошлись. Люди, которые, условно говоря, на фронте, там, какие-то инсайдеры, да ради бога, я это тоже читаю между строк. Но речь ключевая. У него человека ненавистническая, русофобская позиция, которая продолжение традиций, которые сложились на Украине. Вот это базовое, что цепляется. Другого вы не узнаете. Причем интервью 23 года, мы ее обсуждаем, это важно. Это будет иметь определенные последствия для него, эта позиция. Еще раз говорю. Вопрос, что там думает на фронте, как там относится, это одна сторона. Но то, что человек, который сейчас входит в топ там, пятерки, которые там имеют отношение к принятию политических решений, это важная оценка. Это позиция, которая, на мой взгляд, свидетельствует о том, что война будет ужесточаться. Свидетельствует о том, что такие люди сейчас нужны. Сейчас не о войне. Потому что работает система извне, которая заточена, еще раз говорю, есть краники, которые текут на Украину в виде денег, оружия, разведданных, информации, политических каких-то решений и все. И без них Украина жить не может. И этих заявлений Дропатова без этих внешних заявлений быть не может. Он может там что-то своевольничать, но в рамках той парадигмы, как принято сейчас говорить, которая настроена на войну, ужесточение войны. Мы начали с Wildberries, мы начали с новой почты. Ваш эфир, который вы, тема, которую предложили. Хочу сказать, это ухудшение жизни людей, это продолжение самоистребления, это попытки раскачать, качнуть ситуацию в стране. Но что пропало из-за информации сейчас? Это 40 дней ударов Зеленского, потому что уже ни один ни один корабль не заходит уже в порты Черного моря. Это как бы уже есть результат, который налицо. И последствия наступят достаточно быстро. То, что вы сказали относительно малого и среднего бизнеса, то есть на Украине все равно без внешней подпитки жить ничего не будет. Но сейчас убивают сельское хозяйство, экспорт имеется в виду. И его не будет в ближайшее время. Это тоже очевидно, если мы строим такие прогнозы с вами, то теперь на фоне вот этого конфликта внутреннего, как считают многие, как мы тратим наше эфирное время на то, что там Сырский, Дропаты, еще кто-то, это сути не меняет. Война и ненависть как была и продолжается. Его заявления, они не должны носить, на мой взгляд, военный характер. И я как социолог реагирую, что мы хотим? Военные действия, военные эксперты, у вас прекрасные в студии есть коллеги наши, которые лучше меня в этих вопросах разбираются. Вы же не зря задали и подняли градус о том, что это будет за собой потянет социальные последствия, будет иметь социальные последствия. Что то, что он сказал, имеет это один еще из камушков или один из составляющих вот ухудшения ситуации и уменьшения возможностей для какого-либо диалога. И то, что Зеленский там уехал, не приехал куда-либо. Речь сейчас идет о том, что эти люди, они просто пересматривают, кто будет воевать, на каких условиях. То есть война будет продолжаться. Такие заявления сейчас нужны и приемлемы. Если бы они хотели какой-то другой истории, она бы была, и не было бы никаких дропатых. Была бы ситуация, связанная с тем, что какие-то люди более внятные, более вменяемые, на мой взгляд. Эти люди, которые заточены на войну, от него другого не будет. С ним вы не договоритесь. Этот человек не сможет стать переговорщиком. И это отчасти вот этим русофобским, там, антирусским, антидонецким заявлением, как хотите. Это тоже отвлечение от этих же дел Миндича, Эпштейна и прочие истории. И тех же политических проблем, которые существуют в европейских моментах, и будут какие-то решения. Саша, мы можем прервать эфир? Там у меня просто звонок. Да, сейчас конечно. буквально через минуту. Да, наберу. Евгений Иванович, ну, смотрите, понимаете, тут тоже такой момент, очень и очень опасный. Вот мы говорим, все будет ужесточаться, все пойдет по самому разрушительному сценарию. И... А не пойдет, оно идет уже по этому сценарию. Нет, ну все будет еще, имеется в виду, хуже, да? Ну тут же... А дело не в том, что хуже. Мы же меряется в том, что хуже не хуже. Куда хуже? Идет уже тотальная война, носит тотальный характер. Что еще хуже? Нет, поймите, пожалуйста, у украинцев есть вот это. Они говорят, мы так рады, что вы тоже, россияне, почувствуете вот это все, что чувствовали мы эти 4,5 года. И с этим, как принято говорить, нарративом, или вот этим стереотипом, или вот этим вбитым в голову месседжем,
ну, у власти все-таки получается работать. Вот откуда вот эти все там дропаты, недропаты. Вы, может, неправильно меня поняли, да? Мою иронию, что скорее всего. Я имею в виду, что, ну, елки-палки. Но он же должен говорить, он же о войне, он же должен говорить о Не корпусах, должен. он же... А он говорит не по своей специфике, не по своей кафедре. Соответственно, он что должен был, что должны были слова главкома как бы людям на передовой, в тылу, что должны дать? Что типа мощные мы вперед, мы как бы моральный дух поднять. Но проблема в том, что это как какой-то, я не знаю, какая-то зависимость. Доза нужна все больше, больше и больше. А вот над темой того, что, ну, ребята, то, что там россияне будут страдать, вам от этого лучше не будет, никто с этим не работает. А там никто не собирался работать. Я тут не то, что не уловил вашу иронию, Александр. Все как у нас как бы ну, нормальный диалог идет, и речь идет о том, что я просто не то, что ставлю во угла, не ставлю во главу угла. Я считаю это вполне естественно. Других заявлений у него не будет военных. Военные делают заявления, там, условно говоря, касательно боевых действий в закрытых там, в штабах, где-то еще какие-то внутренние решения. А то, что касательно политической жизни, Федоров, по-моему, тоже говорил, убивать 50 тысяч русских. Да, и что там оно изменилось? Просто тон, как посылает вас, и знаете, в таком старом анекдоте, вас весело посылает или грубо. Та же самая история. Но тут ничего смешного в данном для нас нет, потому что тот предлагал убивать 50 тысяч человек в месяц. А этот предлагает, что все-таки это не люди, наши земляки с вами. Вот. Ну, вопрос такой, что как правильно на это рефлексировать, наверное, словами, не словами, а поступками. И поступки с такими людьми, наверное, диалога не будет. Очевидно, какая-то реакция, там, не знаю, российского, там, как политики там, или как официальные лица должны реагировать, это их решение. Но в некоторых случаях, я думаю, что жесткая позиция, и причем без апеллирования к Западу, никому никому не интересна. Вы сейчас невольно такую одну мысль подсказали, что вместе как бы это интересует русских и украинцев в большей мере, чем кого-либо другого. Все заявление вот этот на экспорт или для какой-то части украинского населения, которое в этом живет, вы же сами сказали, что для военных многих эти военные не авторитеты. Не являются авторитетом. С другой стороны, каких заявлений мы еще хотим, каких действий? Налицо. Зеленский сказал, 40 дней русские почувствуют. Вот будут все заявления должны идти в этом ключе. И ответственность за эти события он будет разделять. Это говорит о том, что мира не будет. И вопрос там Кушнера там, или еще кого-то, вообще это просто, ну, не то что белый шум, это просто та информация, которая вообще не стоит за нее цепляться. Американцы показали очередной раз, что для них ну, туземцы как были, так и есть. И что можно не разговаривать и с Россией, можно таким же образом не разговаривать и с Украиной, как это бывает. Да, изменилась ситуация, мы должны подходить из новых условий. Вот вам, пожалуйста, война будет продолжаться, дропатый, там какой-то конфликт в украинских среди украинских военных, но суть от этого не меняется. Вы знаете, вот как аналогия лайтовая, как принято говорить сейчас во Франции, вот перед выборами, это же 2 избирательных цикла до этого было, когда Макрон пришел и дальше. Вот, допустим, первый тур выигрывает всегда Ле Пен, да? Или Мари Ле Пен, или вот такие. Потом они собираются и мобилизуется украинское, французское общество, и их сливают, и приходит там, допустим, вот этот же нынешний президент Франции Макрон. Вот вам такая история. Вот так же и здесь. Мобилизация, вот какой вы хотите, миротворческих заявлений Дропатова, их не будет. Он должен проявить еще более жесткую позицию. Один сказал полгода назад, что мы будем русских убивать по 50 тысяч. Второй, говорит, сказал на право существования огромному количеству людей. Назвал их не людьми. Вот и все отношения. Это не приближает нас к диалогу. Нравится это? Можно было это делать без внешних, без британских товарищей? Я думаю, нет. Вот факт тот, что дает деньги, кто решает. Там, конечно, могут быть какие-то вариации по поводу высказываний, но базовые вещи все равно модерируются даже не на Украине. И Дропаты в этом случае просто один из трансляторов этих идей. То, что это внутри него, это никто не отрицает. Таких людей много. Но вопрос заключается в том, что помимо всего прочего мы упускаем момент, который не связан ни с русскими, там, ни с жителями Донбасса, ни совсем. Такое отношение, как в украинском обществе сложилось к военным, ТЦКшникам и мобилизации, то, что одноразовые люди и все такое, мобики и прочие какие-то там они называли их. Ну вот вам результат налицо, что
нечеловеческое отношение не только, бесчеловечное отношение не только к нашим с вами землякам, но и к тем людям, которые живут и которые на Украине, которых забирают в армию и уводят на убой. Вот это отношение, это уже случилось здесь, сейчас, в нынешней жизни. А вот как с этим они разберутся? Ну, пока они решают вопрос. Пока, да, сопротивление есть, ненависть есть к этой власти, но она пока не конвертируется в действие. Просто это свидетельствует о том, что на сегодняшний день такие, как Драпаты, пока правят бал. И они будут править бал, пока это выгодно тем людям, кто платит деньги. Значит, Зеленский реагирует на удар по выставке дронов, ну, дронов, техники в Киевской области. Говорит, что 6 человек погибли, десятки пострадавших. Сразу сочувствие родным и близким. Причем интересно, что в Славянске тоже 6 человек погибло. Вот этим же, вот пару часов раньше от прилетов кабов, ну, там сочувствия нет. Сочувствия вот этим. Флэш, советник Зеленского, бывший Федорова, сейчас Зеленского, этот Бескрестнов, говорит, ой, говорит, со мной все хорошо, всякие волонтеры публикуют, со мной все хорошо, у всех все хорошо, понимаете? Ну, 6 трупов. Получается какая-то такая, вот я прям не могу понять, странная логика. Вот если все по-взрослому, внимание, если все начинается по-взрослому, тотальная война, вынос заправок, остановка судоходства, экспорта нет, удары по танкерам, удары обоюдные по складам, везде все. ПВО нет, сбивать нечем ракеты. Какие, простите, выставки вооружения, армады в Киевской области, в Буче? Ну, тут тоже какая-то странная логика. Я вот не понимаю, это абсолютно нелогичный... Ну, смотрите, обычно, если у тебя нет ПВО, а тебя бьют ракетами, то что ты делаешь? Ты идешь и договариваешься. Ну, нечем отбиваться, давайте как-то так находить какие-то точки. Но это не про эту войну, мы поняли, потому что деньги и управление на Западе. Хорошо. Но зачем проводить такие выставки и подставлять, получается, людей под удары вот этих же ракет, которые быстро, вот так вот днем раз, и полетели, и 10 ракет поразили то, что им надо, потому что ПВО, баллистику сбивать нечем. Вот этой логики я не пойму. Давайте вот как-то просто оценим адекватность, что ли, адекватность действий, времени, которое вы так живописно описали, как время ожесточения. Ну, давайте так. Вот вы сказали, что нет логики. На мой взгляд, логика присутствует полностью. Мы говорим о расчеловечении окончательном русских и жителей Донбасса, а процесс расчеловечения, обесчеловечивания, если хотите, украинцев, пожалуйста, с этой стороны только украинской элиты. Вы что думаете, их эта жизнь этих людей интересует? Нет, не интересует. Штиллерман же вам сказал, который занимается, сказали там о беспилотниках, ракетах, все. Он же сказал, что не будет денег, у нас не будет способа зарабатывать. Вот вам, пожалуйста, еще один аргумент. То есть, что люди интересуют на фронте. Вот 200 там нужно набрать людей, которые пойдут на мясо. Вот они так. Вот на Украине отношения. Добровольцев как не было, так и не будет на Украине в нынешних условиях. Потому что мы четко понимаем разницу, и вы это четко в своих и комментариях, и работы с вашими экспертами, кого вы приглашаете, видите, что эти люди... Элиту не интересует украинское общество и народ, потому что они совершенно в разных условиях живут. А то, что выставка, ну хорошо, попали, это будет лишний информационный аргумент, что нам нужны средства противовоздушной обороны. И кого интересует жизнь этих людей украинских? Их не интересует жизнь русских, а что вы думаете, их интересует жизнь украинских людей? Нет. Вот в этом, собственно, это как бы картина всей этой нынешней жизни. Другого я варианта не вижу. И логика здесь вполне нормальная. Идет война, и людей не беспокоит, то что кто-то пострадал из начальников? Нет, никто не пострадал. Пострадала часть людей, которые так или иначе, наверное, участвовали в этой выставке, приезжали, смотрели и так далее. Ну и бог с ними, с этими людьми. Их эта жизнь особо, жизнь туземцев не интересует. На Западе, что вы думаете, это какие-то слезы соболезнования будет? Да не будет слезы соболезнования. С другой стороны, вы еще приведите вон цитаты Маска, который лил крокодиловые слезы, мы обсуждали это. Что сказали, вот это, там, вот интересы есть у русских. Так кто тебя спрашивал? Отключай Starlink, не будет всех этих угроз, и интересы русских должны соблюдаться. Это никому уже не интересно. Это очевидно, что эти люди не способны договориться. Американцы, Анкоридж, это явный признак, и там, хотите, развед, дипломатический, какой хотите называйте. Но социальные последствия, после этого такие, доверия к ним нет,
Но если российское руководство считает, что нужно отвечать таким образом, что нужно посмотреть, кто. А что вам не ясно было в этой ситуации, кто там, кому ничего, какие обязательства не выполнил. Американцы сказали, что да, мы согласны. Прошло время, они сказали, нет, надо пересматривать на новых условиях. Все, война продолжается. Вы спросили за выставку, говорят, да, погибли люди. Кого интересует, привезут из-за границы еще. Надо найти им, отмобилизовать людей. Мы знаем, что есть потенциал украинский. Там 2 миллиона этих людей, которых мы можем найти, 2 или 3. Следующий момент. Мы читаем, вот сейчас как раз месяц прошел, очередной, где, знаете, такие маркеры есть. Вот волна очередной, там, Нью-Йорк Таймс, по-моему, да, что смертность 4 раза превысила рождаемость. Очередной демографический материал относительно того, что, допустим, в 26-м за полгода на Украине родилось 73 тысячи, погибло и умерли 259 тысяч человек. Вот это как бы цифры, которые реально, это жесть, которые как бы отражают нынешнюю реальность. И вопрос там этой выставки, это как раз только иллюстрация тому, что сейчас на Украине в 4 раза людей больше убивают, вернее, умирает больше людей, чем рождается. И эта тенденция будет продолжаться. Но опять-таки при этом говорят, что мы найдем вам еще несколько миллионов людей, если надо, пригоним из Польши. Если надо, пригоним из Германии. Если надо, мы тут найдем вот этих 2 миллиона ухилянтов и 200 тысяч, опять-таки, ссылаясь на эти данные Нью-Йорк Таймс, 200 тысяч, которые самовольщики. Плюс возьмите другую, Саша, подтверждение. Поэтому война продолжается. Те, кто управляет украинской политической, ну, какой военной, какой хотите, этой жизнью нынешней, без выборов, без политики, без ничего. Эти люди как раз на это и заточены. Вот такая вот картина маслом. Другого не будет ничего. Если вы так очень скептичны в перспективах переговоров России и Америки по Украине, но... Изначально был скептичен. Да, но сейчас мы видим, куда двигается внешнеполитический тренд, о том, что все чаще и чаще, даже Мерц вынужден говорить о том, что Европе нужно говорить с Россией. И Россия говорит, мы всегда хотим, ну, то есть не то, что хотим, мы всегда готовы, то есть, пожалуйста, давайте, то есть, говорить, не вопрос. Перспективы тогда европейско-российского урегулирования украинской войны какие? Саша, вот ответ находится вот в вопросе, есть ответ. Смотрите, американцы передали управление европейцам. Европейцы платят на войну и организуют все действия. Организовали производство беспилотников, ракет, которые пошли на Украину в увеличенном количестве. Их интенсивность боевых действий с передачей управления оперативного, давайте так назовем, управления европейцами усилилась, правда? Количество наносимого ущерба России усилилось. Задача спрашивается, вы о каких переговорах сейчас хотите сказать? Мы берем по факту. Разговор о том, что какой-то Мерц захотел, вопрос там я даже не иронизирую, что хотела поговорить о переговорах, о том, что базовый вопрос 22 года или еще раньше, нанесение стратегического поражения России, никуда не делся. И вот эти разговоры Маска, это ну просто, вот, знаете, не хочется в эмоции сваливаться, но раз уже повторяю, все равно это не то, что цепляет, но просто на это обращаешь внимание. Это мне не интересно. И вопросы, которые я с ними работал много лет, это саботажники, которые слову их верить нельзя ни разу. Потому что вот эти по поводу Ангела Меркель заинтересована в минских переговорах. Эксперты сидят, работают 8 лет. Это то духа Анкориджа нет, как бы альтернатива, а то духу там ООНовского заявления и Минских соглашений номер 2 нет альтернативы. Ничего не напоминает. И 8 лет возили, как это, деликатнее, чтобы не... Ну, короче, вы поняли. Морочили голову, мягко говоря. Вот, и были все люди обескуражены и испытали полное фиаско потом, вот, если перевести на русский язык эти все. И вот в таком настроении, а потом, оказывается, Меркель говорит Солановым, что наша задача была саботировать процесс. Чего мы хотим от них? Какие еще нужны аргументы для того, чтобы понять, что эти люди недоговороспособны? У этих людей есть одна задача. И пессимизма здесь, Саша, аж никакого нет, от слова совсем. А какой пессимизм? Если вот вы говорите, есть мирное заявление, есть одно, второе мирное заявление, в этот промежуток времени усиливается эскалация, количество ударов и количество жертв. За это время происходит, Зеленский говорит, мы 40 дней будем бить по России, чтобы расшатать ситуацию из ней и не сделать невозможным или ухудшить там ситуацию с выборами в России в Госдуму 20 сентября. После этого через пару-тройку недель прекращается полностью заход судов в черноморские порты
Украины. Дальше, следующее, там нанесли удар еще почему-то там по Вайлберис, новой почты там или чего-то еще, ее не будет уже. И в данном случае чего? Средний бизнес пострадает, на Украине его мало осталось. Или все, что аффилировано только с военными или какими-то околовоенными делами, если так оно и есть. Сельское хозяйство, знаете, его убьют. Это вопрос такой даже не прогноз, это констатация. Потому что если вы не можете, цены на топливо растут, люди, которые забирают из полей, потому что это те, которые кормят страну, те, которые источник дохода, реальный оставшийся украинский источник дохода. Помимо войны, помимо русофобии, вот еще есть сельское хозяйство, то, что приносит деньги. Все остальное – это уже вопрос времени. И на этом фоне мы говорим, что Мерс что-то хочет. Вспомните, еще приезжали какие-то делегации разговаривать в Азербайджане о чем-то, о чем типа не знал Ильхам Алиев. Мне это не интересно, слово совсем. Я вижу признаки другие. Вот вам социальные признаки, последствия социально-экономические последствия. Жизнь стала хуже, бензин стал дороже, неопределенность стала выше. Вот эти признаки я читаю. И каждый из нас, кто нас слушает, и ваши коллеги, которые, еще раз говорю, у вас очень хороший пул экспертов, и каждый со своей стороны дает свою характеристику, дает свое понимание вещей, и тем не менее ни о каком мире не идет. Вообще речи не идет. И с того момента, когда мы говорили о мире Трампа, давайте еще такую временную рамку поставим. Допустим, Трамп пришел, я за день решу, я за месяц решу, я за полгода решу. За это время ситуация стала лучше или хуже по факту? Ситуация в войне России и Украины стала только хуже за годы правления Трампа, за эти 2 года. Я ничего не попутал на сегодняшний день, ну или около 2 лет правления. Поэтому для меня важны не признаки и болтовня по поводу того, что выборы еще будет, какая-то еще хрень случится. Случились ухудшения ситуации всем. Я имею в виду на Америку, ну плюс там у них добавился Иран, то есть у них там не сложилось так, как они хотели, там свое кино получилось. Ну и там еще появились новые водные, очень глубокие, серьезные. Это Иран, это проблема Израиля, это проблема антиизраильских, антиеврейских настроений. Там тема очень серьезная ложится. Там в мире эта волна, то есть как бы она немножко стороной сейчас, это не тема нашего разговора. Но так как это затеяно на, скажем, конфликт в Иране, Штаты сейчас там погрязли, но все равно есть люди, которые занимаются украинской проблемой. И они понимают, что на сегодняшний день выхода из нее в нынешних условиях нет. Давление на Россию, плюс еще адские санкции против России. Трамп рассматривает. То есть Трамп рассматривал полгода назад, что у вас нет там карт на столе. Сейчас он рассматривает санкции. О чем мы с вами сейчас говорим? О каком улучшении ситуации? О каких мирных переговорах, если ситуация в отношениях России и Штатов стала хуже? И вопрос о возобновлении там каких-то рейсов дипломатической жизни. Кому они нужны сейчас, если в данной истории? Ну, конечно, части российской элиты они нужны. Потому что они по-прежнему считают, что они на Западе им помогут. Уже их ничему не учат. Ну, хорошо, подождите, хорошо, и понятно. Все только хуже. Получается, значит, правы те, кто говорят о том, что будут частичную или полную мобилизацию в России проводить, насыщать фронт, плюс добавлять там 500 тысяч человек, открывать какие-то новые направления, идти по земле. Ведь тут же тоже очень такой момент. Вот это вот удар сегодняшний по выставке дронов, там этих перехватчиков и так далее, где все такие показывают фотографии, у нас новое шоу, смотрите, ударили по выставке дронов. Конечно, ударили, понимаете? Вы помните Черниговскую трагедию, когда в театр прилетело, и там берлинская была замешана, они там слили эту афишку уже нашли, показали, тоже как сегодня. Ну, это елки-палки. Понятно, что ударили, просто что вопрос, ну, что вы делаете, вот же в чем вопрос. И вот это все как бы идет хорошо. Но возникает же другой момент. Я всем на всех эфирах в последнее время, когда все ругают картонки, говорят, что это там все фальшивка. Сейчас там дискуссия разворачивается, чтобы опять вернуть Федорова. Но там уже там пишут о том, что депутатам была команда не голосовать. То есть Зеленский может даже и так петлянуть, и так выставить Федорова, типа, предложить Раде, но Рада не проголосует, потому придется другого. Ну, и такие варианты уже рассматривают. Вот эти картонки — это очень тонкий лед. Потому что, ну там, условно, сколько митинговал Майдан?
ну вот, сколько он стоял без кровавой истории? Достаточно долго. Ну вот, достаточно долго. И вот просто если это все затянется, то этим могут воспользоваться совершенно разные силы. И это тоже понимает Зеленский. Вы сторонник какой версии? Что это все театр буфонада или реальное противостояние Зеленскому со стороны определенных европейских сил и западных кураторов? Давайте попробую так тоже. Вот мое, как говорится, убеждение, понимание этой ситуации ни разу не изменилось, только укрепилось. Могу сказать, по каким признакам, опять-таки, раз вы уже предложили эту тему. Первое. У него охрана личная – это британцы. Там не надо даже поступать как с Мадурой. Вывозится на вертолете, привозится в Лондон и назначается другого наместник. Все, точка, конец предложения. Самая простая, самая история. То есть вот эта мишура – это действительно белый шум. Как вы сказали, картонный Майдан – хорошая иллюстрация. Там мирность стоял столько, сколько надо было шатать власть на Украине для того, чтобы вот вместо двоевластия получилось, условно говоря, единовластие постмайданной публики. Вот, собственно, к этому и пришли по факту. Там не мытьем, там катанием составили, по большому счету, элиту донецкую, особенно коммерсов. Вот, собственно, работать в это, предать свой народ, я имею в виду Восточную Украину и тех, кто за них стоял, да, собственно, и всю Украину в том числе. Бабки победили там все. И там другого варианта нет, и это все значительно проще. Как вы сказали, с картонами, это более примитивная технология. Еще раз говорю, без внешней защиты это не работает. Вам по НАБУ фактор прошлого года показал. Вышли НАБУ, когда там Зеленский решил убрать, потому что не он ставил, не он финансировал. Я еще помню тех людей, которые там лет 10-11 назад, когда это формировалось, это же деньги американские были. Кто же вам сказал, что это нужно закрыть? Кто тебя просил? Еще раз говорю, это решение даже не сколько возня там, мы не должны там их типа обожествлять или там говорить, что там 7 пядей во лбу. Все примитивная история выживания. Но я полагаю, что вот эти картоны – это демонстрация, это имитация политической жизни или каких-то элементов политической жизни на Украине. Другого там нет. И Зачем? Потому Зачем? что эти деньги, я объясняю, потому что это дает какую-то относительную легитимность, что он сопротивляется, что он вроде решает вопросы, что он сейчас Он великий лидер, один, вы и имеете в Запад, виду? ну, он и его окружение. Ну, то есть И что Зеленский, Запад не имеет конкретно отношения. Зеленский. Извините? Конкретно Зеленский. Ну, в данном случае это все апеллируется к нему, потому что он несет ответственность в какой-то степени за действия Запада, потому что Запад оплачивает ему. Но, знаете, вот, ну, есть вот люди как бы с друг другом противостоят. Вот вам выставили на передние, как вот в 90-е годы, торпеду. Ну, не торпеда ж ведет эту войну. Да, он имеет какую-то там, может иметь там свои какие-то выраженные признаки. Но если взять, еще раз говорю, кто ресурсы дает, если тебе не нужно решить задачу, вам нужно было сломать Ливию, вы ее сломали. Вам нужно было забрать Мадуру, вы забрали. Вам нужно было снести Хусейна, вы снесли. Вот вам примеры яркие. Сейчас это чисто бутафория и имитация. С элементами, что он как бы отвечает, зачем, мне задают вопросы, я себе могу задать. Потому что в конечном счете, если это вернется в переговорный какой-то трек, то всю вину, что это Зеленский. Но любой вменяемый нормальный человек понимает, что это не он. Что за ним стоят люди, которые принимают эти решения. И в данном случае он исполнитель с вариациями. Он может импровизировать, ну, не хочу там с музыкой опошлять это дело, но как в джазе ты можешь импровизировать. Но здесь это же никакого отношения не имеет к нашим с вами делам. Вы задаете прямой вопрос, я вам задаю прямой, вернее, даю прямой ответ. Без это имитационные действия, этот Майдан, без защиты извне или без защиты изнутри, которая имеет защиту извне, это невозможно было бы стоять столько дней. Потому что любое сопротивление в виде ТЦК, чему-то другое сразу жесточайшим образом подавляется. Это тоже яркий пример внутри страны. По степени накала ТЦКшная история, она значительно жестче, глубже проникла в украинское общество, чем какое-то достаточно большое количество людей, которые вышли на этот, как вы назвали, картонный Майдан. Уже этим самым идет девальвация самого слова Майдан. Там был какой-то оранжевый Майдан, потом какой-то еще, а это уже картонный. То есть девальвация того самого слова уже произошла. Даже этимологически мы смотрим с вами. И что мы хотим с вами доказать, Александр? Нет, мы хотим с вами разобраться. Постойте. Ну, мы разобрались. Вот я вижу так картину. Ну,
Но это все равно же, вот понимаете, их там, конечно, тычут пальцами, на них говорят, Ну, но это же все равно же люди, они же граждане, они же, ну, украинцы, понимаете? Саша, А, когда на войну забирают сотни тысяч человек как мясо, их тоже украинцами не считают. И почему вы сейчас решили, что им дали какую-то ситуативную субъектность, я так назову, вот подобрала сейчас слово, по-моему, оно ложится в тему. Ситуативная субъектность по поводу того, чтобы выйти с картонками, и вас, молодых людей, в ТЦК ж там никого не забрали, я ничего не путаю. так им по возрасту не положено. Да там разные люди были, судя по картинке, которую дают. Мы же тоже смотрим с вами историю. Ну хорошо, ну давайте так уже совсем примитивно. Значит, не нужно было давать эту историю. Чтобы не нужно в ТЦКшники ж не приехали толпой. Вот вам, зачем мы бегаем? Вот тут толпа народа собралась. Давайте их окружим. Вот как вот в сетку поймали людей, а потом инфильтрация происходит такая. Вот вам забрали там сколько там, 10 тысяч человек стояло, 5 тысяч забрали сразу на фронт. Вот вам и план решили. Извините, это дикость этой ситуации именно в этом и заключается. Что вам мешало там собраться до кучи ТЦКшников Киева во Львове и собрать там или в каком-то другом доме, и забрать вам сразу людей в армию? Еще кого-то при этом публично наказать. Все. Какие вопросы еще могут быть? Вам механизм такой. Но этого же почему-то не произошло. Он стоит вторую неделю, и Федорова верните в армию. Оно не считая, даже здесь нелепо выглядит. Даже Как вы к обсуждение. рейтингам относитесь? Вот этим, которые вбросили вчера, о том, что Залужный первый, там потом Буданов, Федоров, Зеленский четвертый, рейтинги доверия, вот это все. Я скажу одно, что социологам очень в этих условиях им реально, то есть то, что они там подбирают, крупицы информации. К любой, если она сделана хорошо и качественно, даже в условиях, где она практически не работает, нужно относиться внимательно. Но в данном случае, когда ты смотришь там у Залужной, Буданов и Федоров, но извините, в рейтингах других, которые ты смотришь, Залужного уже нет в рейтингах, потому что он нет в политической жизни. Там эфемерные какие-то рейтинги или, скажем так, ситуативное влияние, позитивные оценки, но никак не конвертируются в случае политического процесса. Саша, это не работает так. И сказать, что Буданов, Залужного я вообще не вижу в информационном поле. Буданов, да, но он сейчас меньше его активность была. Федоров это ситуативное изменение. И опять-таки то, что сделал Гэллоп, но очевидно показывает опять, что рейтинг Зеленского там только четвертый. Но извините, там у него тоже неплохие показатели, в принципе. Если возвращаться в политическую жизнь, не факт, что там тоже Залужный скажет, что я пойду в президенты. Поэтому отношение следующее. На мой взгляд, рейтинги, они отражают здесь больше политический подтекст раз. Я не люблю слово «формирующий опрос», тогда это не моя профессия, это, как сказать, комментировать. То есть социология, которая делается реально, она имеет значение. Задача открытая и закрытая, я вам тоже сказал. Открытая, вот это открытая социология. То, что не опубликовано, закрытая. Вот. Я хочу сказать, что много информации совершенно другого уровня, совершенно другие цифры, которые Зеленскому обозначают, что уровень поддержки не выше 15%. Мы опять-таки говорим, когда ты смотришь заявление, там читать мелким шрифтом надо такое, что когда 8% достижимости результата, я смотрел недавно какую-то социологию, она там на украинских пабликах есть, в украинских пабликах. Так вот, там 8% достижимости. Чего мы хотим? Плюс социально одобряемые ответы, плюс много чего, и тем не менее, все равно мы эту информацию должны каким-то образом принимать во внимание, потому что Запад, он с социологией работает, для них это инструмент при любой погоде. И даже если она совершенно искаженная во многих позициях, где чувствительные вопросы, просто точных ответов не получите. Там косвенные, наверное, есть вопросы, которые не публикуются, из которых можно вытащить какую-то информацию, на мой взгляд. Блок вопросов может дать какой-то более такой интересный анализ, скажем, ситуации. Но это уже другое пальто и другое кино. И мое отношение, вот если ответить на ваш вопрос, что да, сейчас, наверное, пойдет другая волна. Зеленского сейчас сказали, что он хороший, теперь будут говорить, что он опять плохо. Ну, То есть, там он рассказывает о том, что вот в интервью этой блогерши, которая была против него, в Риме 15-20 минут мы коротко пообщались, с Трампом перелом отношений, там до этого был же овальный кабинет, вот сейчас вот это, все так хорошо. Смотрите, у меня очень простой вопрос. И он, наверное, он глубже, чем кажется на первый взгляд. Сейчас, там вышло, по-моему, в главкоме материал, статья
она посвящена по большей части Новинскому, Мосейчуку и вот этому вот, скажем так, образованию, которое там вскрывается, это же вскрытие, это все так не видно, называется «Партия мира», но это типа движение. Там всех фигурантов, которые цветы в Вене возлагали к памятнику, всех там. Меня тоже упомянули в разговоре, что там какую-то там медиаподдержку создавал, а вообще там коллаборанты все, в общем, антиукраинцы, украинское ненавистничество. Короче. Но ну, берут комментарии там у разных спикеров, там у Костя Бондаренко, еще у кого-то берут спикеры. И, в принципе, вот как какой-то бренд. Вот к этому формируется отношение, что вот смотрите, есть какие-то вот такие плохие, сбежавшие, нехорошие в Вене сидящие коррупционеры-депутаты, депутаты-коллаборанты, плохие, нехорошие. И они создали нечто, чтобы застолбить, ну типа так, бренд, партия мира. Вы очень мощный социолог. И я хочу вот задать прямой вопрос. Слушайте, ну вот тщетно это все или нет? Ведь если разобраться, вот если поговорить с людьми, причем там у меня тоже были контакты там относительно недавно с такими очень такими людьми заряженными, но все мира хотят. Вот эти все, даже те, которые там собирают на русорез, да, Стерненко, на этих картонках, они тоже хотят мира. Похоронившие хотят мира, ожидающие плюсика в определенное время с передовой, что типа живой, ну, муж, хотят мира. Те, которые отправляют, сидят на передовой этот плюсик, они тоже хотят мира. Вот все как бы хотят мира. А партии или общественное движение, которое там поднимает этот мир на флаг, говорят, так это пророссийские коллаборанты. Вот негодяи какие нехорошие из-за границы воду бутят, там подрывают стабильность внутри украинского чего? Внутри украинского ада, получается. Почему внутри Украины не имеет хоть какого-то, может, скрытого намека на подобное течение или общественное движение под названием «Партия мира»? Ну, пока есть такие люди, как Дропатый, пока есть такие люди, как Зеленский, пока есть такие люди, которые за войну, как Штиллерман или еще кого-то назовите, вот он вам пропаганда войны. Вот вам ответ на вопрос простой. Но, с другой стороны, мы с вами договорились о том, что относительно этих людей я иллюзий не строю. Захотят, уберут в один момент. Раз. Теперь запрос на мир. Он есть действительно внутри Украины, это более чем мы себе представляем. Вы правильно сказали, Александр, что и на передке, или еще где-то, или в тылу. Большинство людей понимают, что вопросы, связанные с грабежом Украины нынешней элиты, да, ну как, никуда Миндич не денется, но никуда он не денется. ТЦК тоже никуда не денется. Эта коррупция тоже никуда не денется. Вот три проблемы, которые точно это не русские виноваты. Теперь об иммигрантах. Запрос на войну и на мир в Европе, конечно, там миллионы людей есть, и которые там и живут и в Польше, в Германии, и в Австрии, и в других странах. Огромное количество людей коммуницирует, между прочим, с эмигрирующими, с россиянами. И вот если ты смотришь кадры, допустим, ну вот сегодня, там, знаете, паблики, что же есть, какие-то рабочие моменты, просмотришь, там где-то поляки и там кто-то русские подняли на каком-то в Греции русский флаг, и ничего так, и украинцев там, по-моему, побили там или облили водой полицейские. Отношение к украинцам плохое в Европе, это тоже нужно понимать. В Польше оно очень плохое. Но так как они считали, что это задача, я пространно, а потом коротко отвечу. Вот поляки тоже думали, что можно разменять национальную память, чтобы к русским, если они уже, ладно, хрен с ним, с тем Бендерой, там, в 22 году закроют глаза. Но вот он в 26 году вылезла. И Навроцкий сейчас это поднял тему, да, ее сейчас заглушили полностью, ее в информационном пространстве, но я думаю, последствия никуда не денутся. Вот вам первый, если хотите, серьезный звоночек. А да, они засушили эту тему серьезно. Но никуда не делось отношение к полякам, и это фактор поляков к украинцам, который стало существенно хуже. Потому что модель иждивенческого поведения никуда не ушла от значительной части. Большинство украинцев пытается жить, выжить и жить там достойно. Из иммигрантов многие коммуницируют с русскими, с европейскими, с другими политиками.
и которые находятся в Европе. И они, безусловно, за мир. И они точно не коллаборанты, они не точно враги Украины. А кто решил? Вот это небольшое меньшинство, которое осталось на Украине, псевдополитические верхушки, что они решают право, кто виноват, кто больше любит Украину, кто меньше. Там большое количество на Украине, вернее, украинцев в Европе, которые достойные люди, которые этой войны не хотят. И партия мира, Александр, она существенно выше. И если поменяется политическое решение, слово «если», знаете, как в том фильме «Если мы придем». А где этот центр? Я думаю, что этого центра как такового нет, но в Европе, я думаю, что организовать большое количество людей, которые будут за мир, это будет партия, там партии войны не останется, я вам 100% говорю. И вот люди, которых вы обозначили, там и Вадим Новинский, ну не знаю, он пользуется уважением очень многих людей. И я как бы личное общение с ним, у меня точно нет негативного отношения к этому человеку. Я считаю его одним из немногих разумных, человеком, с кем можно иметь дело. Вот что я вам хочу сказать. И таких людей много и в России, и на Украине, и в Европе. И этих людей значительно больше, чем партии войны. Потому что партия войны – это Зеленский, Миндиш, Штиллерман, Драпатый, называйте кого угодно. Вот это люди войны. А люди мира их значительно больше. Ну, правда, там есть еще ряд коммерсов на Украине, которые решают за счет войны свои задачи. И в том числе с востока Украины, часть олигархата, который остался. Но тех людей, которые за мир, их больше. А политические решения воли, объединения, я думаю, что в этом есть потенциал и ресурс. И вы, Саша, затронули, на самом деле, очень глубокий вопрос. Этот вопрос, он давно на повестке. Вы задаете вопрос мне как социологи, людей мира значительно больше. В России, на Украине и в Европе. Если вы затронули людей, которые живут в Европе сейчас, иммигранты, то это большинство людей, которые с уважением относятся к Украине, к своей стране. Эти люди, которые не принимают этот режим, их тоже большинство. Эти люди, с которыми можно со многими иметь дело. Вопрос заключается только в том, если у них получится организоваться. Слово «если» это как и старое, как бы мы вас там победим, но это слово «если». Но я думаю, что я изменю слово «если». Возможности есть такие, ресурс есть. Вы задаете мне вопрос как социологу? Да. Если люди такие объединятся, и там много, что вы сказали про Вену и все, мы сейчас с вами деликатно будем говорить. Есть ряд людей, с которыми можно вести этот диалог. И эти люди вполне способны организовать эти вопросы. Эти люди вполне могут, скажем, проявить некую солидарность. И тогда, когда этот ресурс объединится, некая синергия, она может дать результат. А я как социолог, я это точно увижу. Я много лет в профессии, я свой инструмент рассматриваю как бы социологический замер, это только производная. Но энергия от этого всегда есть. И вы абсолютно правильно поставили. Энергия мира там есть. Вопрос заключается в другом. Нужен ли Европе мир? Пока нет, потому что они думают, что сейчас у них пока до 20 сентября, это мое личное частное мнение, вот они хотят сыграть какую-то комбинацию, понять, что вот мы, средний бизнес России сейчас, вот бензин, вот Wildberries, вот выборы в Государственную Думу, вот посмотрим результаты, а как русские, как вы в самом начале эфира сказали, адаптируются они к этому или нет? Вот они пока этим живут, и их задача, вот, в том числе и вот эти драпаты и все прочее. Но там же есть большое количество людей, что понимают, что с американцами договариваться нельзя, там проблемы Ближнего Востока мы не обсуждали, не наша тема. Ирана и так далее, там еще будут последствия серьезные. Там очень серьезно. В Европе нелинейно все. Но пока Европа объединена против России, они от России уже, условно говоря, не Россию вычеркнули, не поставили железный занавес. По тем признакам, туристическим, информационным, каким хотите, виз стало меньше, людей, которые стали ездить, их меньше. Вот вам прямой ответ на вопрос. Отношения в целом в информполе абсолютно негативные, но уже возникают вопросы, и поле в той же Польше есть. Огромное количество людей, с которыми реально можно договориться, потому что поляки, в отличие от украинцев, субъектны. И вопросы Волыни, вопросы прошлого. Поляки в этом плане будут последовательны. И Львов не украинский город, он польский город. Это надо понимать. И поляки никогда этого не забудут. Просто, чтобы нужно было понимать, еще со времен первого раздела Речи Посполитой 1772 года и дальше. Те, кто понимает историю, те, кто знает эту жизнь, что там было, это еще нам предстоят колоссальные перетурбации, потому что за этот короткий промежуток времени произошла там дерусификация, прошла декоммунизация. Они осуществили это. Но это осуществляли во многом люди русско-ментальные, русско-культурные.
Понимаете, какая штука? И вот в этой ситуации сейчас, заводя на тему, что есть потенциал мира. В Европе есть люди, которые, если будут вести диалог, а здесь если вполне условно, с теми людьми, которые живут на Украине, которые против войны, те люди, которые живут в России, которые против войны, я думаю, что это мощная сила, которая может в силу определенных... И такие, кстати, между прочим, они могут получить поддержку частично. Они могут достаточно комфортно пока работать. При том, что Европа заточена на войну с Россией. И вот тогда это поменяет ситуацию. И это мое глубокое убеждение. Вопрос, я заметьте, только обозначил имя Вадима Новинского. Там есть еще ряд людей, которых я обозначил бы как люди, но которых я уважаю, к которым отношусь. Нет, ну я просто, это потому, что я привел пример, статья такая вышла. Вот. Ну, я понимаю, да. Я просто из других источников смотрю об этом, и не первый раз, Александр, мы даже по касательной, я помню, пару-тройку месяцев назад говорили о эмигрантах, которые живут в Европе. Потенциал есть, вот и ответ на вопрос «да». И эти люди способны поменять ситуацию. Евгений Копатько был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Пожалуйста, напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Где, собственно, правда. Давайте выяснять, потому что, знаете, правда у каждого своя, но как бы векторы и движения, да, вот, его это же видят все. И давайте быть более объективными к происходящему. Самое главное, в любом случае, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.